Как вы думаете, VPN позволяет быть конфиденциальным в сети? Анонимен ли Telegram, как принято считать? Давайте разбираться. Небольшое вступление. Неприкосновенность частной жизни является правом человека в соответствии с Декларацией прав человека, статья 12, Европейской конвенцией о правах человека, статья 8, Европейской хартии основных прав, статья 7. Стоит отметить, что технологии для конфиденциальности, о которых пойдет речь, абсолютно легальны. Используя их, вы не нарушаете какой-либо закон. Итак, пожалуй, каждый хоть раз в жизни использовал VPN, чтобы попасть на сайт, который недоступен, или быть анонимным по ряду причин. Хотя VPN позволяет скрыть точный IP-адрес пользователя, в силу централизованности провайдеры VPN могут полностью отслеживать весь трафик между своими пользователями и публичным интернетом, точно зная, с каким сервисом общаются пользователи в любой момент времени. Возможно, вы слышали про Tor. Решает ли он проблему анонимности? Tor пытается решить проблему слежки путем маршрутизации цепи через 3 ретранслятора, что обеспечивает лучшую конфиденциальность, чем VPN с одним узлом. Tor шифрует трафик несколько раз, так что только конечный узел Tor может видеть место назначения, однако Tor не добавляет временное скрытие трафика, чтобы скрыть схемы трафика в цепях, которые могут быть использованы для деанонимизации пользователей. Как работает NIM? NIM обеспечивает мощную конфиденциальность для криптовалютных транзакций, электронной почты, обмена мгновенными сообщениями и любого другого трафика, основанного на сообщениях. В отличие от Tor, NIM добавляет скрытый трафик и временную маскировку. Mixnet NIM не управляется доверенным провайдером, как VPN, поскольку для децентрализации сети используется технология блокчейн и экономические стимулы. Операторы узлов NIM получают вознаграждение за работу узлов. Я, например, являюсь держателем миксноды и обеспечиваю ее работу. Моя микснода с нулевой комиссией, поэтому все заработанные токены ваши. Если у вас есть токены NIM, можно делегировать в мою миксноду Identity Key под видео. Вообще с проектом знаком с апреля 2021 года. Тогда я участвовал в тестнете и наблюдал развитие проекта. За это время NIM скооперировался с такими людьми, как Челси Майнинг, Эдвард Сноуден, Клаудио Диас. Пройдя через выход в основную сеть и токен сейл на CoinList, проект стремится в настоящий момент расширить применение своего творения, активно внедряя новые инструменты. Об одном из них я расскажу далее, но сейчас немного о Telegram. Вокруг него витает ореол конфиденциальности, но есть некоторые нюансы. Помимо того, что для регистрации профиля необходима сим-карта, которая может быть связана с вами и с email телефона, так что данные о геолокации будут зафиксированы и сохранены на долгие годы, Telegram не имеет сквозное шифрование, как по умолчанию групповые чаты не являются зашифрованными, контактная информация собирается, метаданные и сетевой уровень не защищен. Метаданные – это данные о типе отправляемого сообщения, устройстве, которое вы используете, времени отправки вашего сообщения, размере сообщения, как часто вы общаетесь с получателем и откуда, что может многое рассказать о вас, ваших привычках и отношениях. Как можно улучшить ситуацию с приватностью в Telegram? NIM Connect – это интерфейс, позволяющий одним щелчком мыши повысить конфиденциальность приложений, которыми вы пользуетесь каждый день, запустив их через NIM Mixnet. NIM Mixnet скрывает ваш IP-адрес или другие уникальные идентификаторы в ваших интернет-пакетах, поэтому третьи лица в интернете не могут увидеть, какие приложения вы используете. NIM Connect направляет трафик от ваших приложений через NIM Mixnet, защищая его с помощью шифрования и смешивая пакеты между несколькими узлами. Все узлы и клиенты также отправляют друг другу фиктивный ложный трафик, который скрывает, когда в Mixnet на самом деле происходит какая-то реальная активность. Сеть включает в себя шлюзы, которые действуют как точки входа в сеть. И сетевые запросчики, которые направляют трафик на другую сторону сети, защищают ваши коммуникации даже от приложения, которое вы используете. В настоящий момент NIM Connect бесплатный. Как его установить? Скачивайте по ссылке под видео из GitHub. Устанавливайте NIM Connect и выбирайте Telegram из выпадающего меню. Нажимаете кнопку подключения. Теперь видны хост и порт. Нажимаете на хост или порт, чтобы скопировать значение в буфер обмена. Открываете настройки прокси Telegram, настройки, продвинутые настройки, тип соединения. Использовать собственный прокси. Добавляйте прокси с помощью кнопки «Добавить прокси». Выбирайте SOX 5 и убеждайтесь, что данные хоста и порта совпадают с данными NIM Connect. Сохраняйте настройки прокси в Telegram. Теперь Telegram имеет повышенную конфиденциальность. Если вы останетесь без связи в Telegram на некоторое время, вы можете потерять соединение, и ваши сообщения не будут проходить через прокси SOX 5. Если это произойдет, переподключите ваш NIM Connect и снова сбросьте настройки прокси. Удачи!